Всем здравствуйте, меня зовут Елизавета, и я рада вас приветствовать на дистанционном курсе цыганского танца. Этот курс предназначен для продолжающего уровня. Если кто-то еще не танцевал цыганский танец, может, так сказать, экстерном пройти базовый уровень по моим бесплатным видео в YouTube, ну и ВКонтакте потихоньку выложу. В этом же курсе мы будем уже осваивать а, такую вполне себе сценическую постановку под музыку «Ваненок». И она подойдет как для сольного выступления, так и для группового. Музыка будет длиться 3 минуты. Это больше, конечно, по длительности подходит для групп. Для солисток оптимальный размер музыки 2,5 минуты, даже поменьше, 2 минуты 20 секунд. Ну, воспользуемся длиной музыки и выучим побольше движений. И я намеренно не использую никаких балетных терминов, поскольку я учила, танцую и преподаю традиционный цыганский танец, а не его стилизацию. Даже при учении мы никаким балетным терминам прибегать не будем. То есть приготовьтесь к тому, что у нас не будет ни плие, ни батманов, что мы возьмем от балета. Наверное, мы возьмем оттянутые носочки, да и носочек у нас будет оттянут по-цыгански, то есть вот так вот, в полупальцах тоже, а не по-балетному. Это нужно для того, чтобы нам бросать движения. В цыганском танце они либо бросаются, либо отпускаются, ну, кто в какой манере танцует, но ни в коем случае не вырисовываются. Вот, поэтому нам вот этот карандашик не нужен. Оттянутый носочек, но как будто бы всегда готовый на полупальце встать. Ну, все, наверное, с теорией на сегодня хватит. Переходим к практике. Начнем с исходного положения. Я его уже разбирала в базовом курсе, но к нему мы будем возвращаться снова и снова, так как неправильное положение тела является основной причиной того, что движение не смотрится. Поэтому еще раз его повторим. Это у нас ноги вместе, никаких втянутых животов. Мы вытягиваем эту линию за счет поднятия диафрагмы, а плечи, наоборот, все время тянем вниз, даже когда у нас движения руками идут вверх. Дальше лицо у нас приподнято, чтобы не падали волосы на лицо. Это сразу выдает новичков, когда в танце мешают волосы. Поэтому сразу лучше этого избегать. И корпус у нас слегка наклонен назад, и при этом поясница, я называю ее сгорблена. Это нужно, чтобы придать компактности корпусу. Но главная задача это, конечно, обезопасить спину, потому что у нас очень много прыжковых движений. И вот чтобы спина нормально амортизировала все, мы ни в коем случае не делаем вот этого прогиба. Мы все время держим, контролируем, чтобы поясница была именно выпуклой, а не впуклой. Так, дальше. Что у нас? Ну вот и главное, пожалуй, отличие цыганского танца. Он танцуется на полусогнутых, как это не смешно звучит. Ноги практически никогда не выпрямляются до конца. Они всегда должны быть готовы к вот этому такому качу цыганскому. Поэтому следите за этим. Я понимаю, что это может показаться не очень красивым, но помним, что цыганский танец танцуется в длинной одежде, ноги у нас будут закрыты. И даже когда мы танцуем, так сказать, работаем с юбкой, ни в коем случае не открываем ноги выше коленок. У нас открыта только вот эта вот часть, только вот эта часть ноги. Да, и что еще тут важного? Да, вот вытянутый с корпуса, вот это вот знаменитая цыганская такая стать, что она вытянутая как струнка, она достигается только за счет верхней части корпуса. Вот, следите за этими моментами, а мы начинаем из исходной позиции. Положим руки сразу же по-цыгански, одной подбоченимся, вторую положим за голову. И давайте, вот чтобы потренировать этот кач, просто выставляем вперед носочки, а на опорной ноге амортизируем. Дальше к этому движению можно добавить характер корпусом.
наклоняя его либо по горизонтали, либо по вертикали. А теперь из этого движения можем начинать нашу связку, нашу первую связку. Начинаем мы танец со вступления. Начинаем мы танец со вступления. Вступление у нас будет 3 шага базовых, разворот, 3 шага базовых, разворот, 3 шага, разворот, 3 шага и станем в позицию для танца. Если там будет немножко времени хватать, вот можно на месте с раскрытой юбкой так будет потанцевать. Итак, руки у нас будут здесь работать противовесом, потому что мы будем работать юбкой в этом движении. И величину шага соизмеряете в зависимости от пространства для танца. Если эта сцена большая, то шаг у нас будет длинный. Если пространства мало, шаг будет коротенький. Итак, раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Если мы танцуем в группе, то вот это вот раскрытие юбки может каждая танцовщица делать на разный счет, и тогда у вас получится раз, 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 как будто цветки раскрываются. Ну, а начинать сам танец, то есть следующее движение, уже всем вместе. По самой проходке, я так понимаю, никаких трудностей быть не должно. Единственное, кто еще не танцевал, правило разворота любого, но в цыганском танце он должен быть особенно резкий и четкий. Разворачиваемся собранными руками, чтобы скорость была выше. Раз, два, три. Да, и первый разворот у нас через спину. Раз, два, три, 4. Разворот через спину. Раз, два, три. Разворот лицом. 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Талия с раскрытой юбкой. Начинаем танец мы с куплетом вместе, когда цыганки поют «Ай». И вот на это «Ай» нам нужно как следует каким-нибудь движением подчеркнуть. Лучше всего мне показался здесь выпад. Значит, мы делаем на «Ай» глубокий выпад вперед, потом возвращаемся в исходную, и на 3-4 у нас оттяжка в сторону. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Не забываем делать все и в одну, и в другую сторону. Сейчас мы сделали этот выпад на правую ногу. Давайте то же самое сделаем на левую. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. И тут сейчас пока, чтобы передохнуть, опять пару слов из теории. Внимание! Цыганский танец практически весь танцуется квадратами. Это значит, что движение мы повторяем по 4 раза. Основная ошибка многих танцовщиц, которые приходят из другого танца, это то, что им кажется слишком монотонным, и они пытаются разнообразить рисунок, делая какие-то вставки. Это смотрится суетливым. Этого быть не должно. У цыганского танца есть свои законы, их нужно соблюдать. Если вам кажется слишком монотонным, во-первых, вкладывайтесь больше в манеру, приседайте глубже, находите новые выражения рук, ну что угодно, но не мельтешите.
И что еще можно сделать? Да, максимум можно какие-то вариации прибавить в руках, ну, то есть в деталях можно сделать, оставляя основу всегда эту. И обычно мы слегка видоизменяем, и можно даже не слегка, последнее движение, потому что оно у нас является переходным для следующего движения. Вот, а само движение нужно хорошо и четко сделать столько, сколько нужно. Кому прям не втерпешь, заставляете себя, убеждайте, что это своего рода такой магический ритуал, который нужно повторить столько, сколько нужно, иначе ничего не получится, чуда не будет, танец не будет смотреться. Вот, ну, переходим к следующему движению. Мы делаем разворот. Если кто танцует сольник, то это будет обычный разворот вперед, поближе к зрителю. Если это будет танец в группе, то за счет разворота нам нужно разойтись, поэтому и создать трапецию. Кто ближе к сцене, стоит шире всех, кто в центре поближе чуть к центру, и кто сзади ближе всего к центру, чтобы все были видны. И что у нас дальше? Следующее движение у нас будет вот это. Базовый шаг тот же, только он делается 2 раза, а на третий счет мы прыгаем вниз, как будто нам надо что-то подобрать с земли. А на 4 подпрыгнуть и легнуть себя ногой и ударить по пятке. И еще, чтобы у нас юбка подлетела до головы. А еще мы в этом движении, должны развернуться, чтобы сделать то же самое в другую сторону. То есть раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И последний, как я уже сказала, видоизменяем. Не приседаем, а просто отхватим юбку. А следующее движение у нас будет проходка с зависанием. Кажется, в восточном танце это называется арабеска. Ну, я так предполагаю, что и в балете тоже. Ну, возможно, я неправильно, не по балетному, разумеется, ее делаю, но я и не претендую. Раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. И я прошу не путать это движение, а, этот шаг с другим шагом. Вот у нас есть шаг за хвостом, это другое. У него вектор наверх. А у этого движения вектор вниз. И если вы танцуете группой, этим шагом красиво расходиться плечами, то есть раз, два, вот этим плечом разошлись с другой танцовщицей, три, четыре, этим плечом с другой танцовщицей, ну и там в зависимости от рисунка возвращаетесь назад таким же прочесом. Если мы танцуем его в сольнике, то его можно разнообразить так. Первую половину сделать с одной юбкой. Два, три, четыре. Эта рука свободна. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А на вторую половину квадрата подхватить обе юбки и сделать их уже с двумя юбками. Ну вот, сейчас мы все быстренько пройдем, свяжемся вместе без музыки, а потом станцуем под музыку и в юбке. Итак, поехали. Вступление. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три,
4. Встали, раскрыли юбку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сама забыла. Развернулись поближе к зрителю. И следующее движение. Раз, два, три, четыре. 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 Перед тем, как пройти все эти движения в юбке, давайте скажем несколько слов о волосах. Волосы в цыганском танце являются таким же равноправным участником танцевальных фигур, как руки, ноги и корпус. Поэтому я рекомендую даже учить цыганский танец так, как мы его будем танцевать, то есть с распущенными волосами. Одна из фишек цыганского танца, что цыганка все время танцует, показывает зрителю свои волосы. То есть это значит, если она одним боком к нему стоит, волос у нее на одном плече, а дальше, если она поворачивается другим боком, у нее волосы будут на другом плече. И это все тоже нужно постепенно тренировать. Во все движения, которые мы учим, включать также движения волосами. Давайте просто несколько таких упражнений, которые периодически надо делать, а потом, пока вы еще не освоили как бы этот элемент, а потом просто их включать во все танцевальные фигуры. Предварительно, разумеется, разогрев шею, делайте это, сначала делаем все это медленно, и потом по мере ощущений как бы добавляем резкости. У каждого резкость своя. Попробуем перекидывать их с одного плеча на другое. Можно, помогая себе ногами, приседая. Ой, отлетел у меня один наушник, даже так резко делал. Это мы сейчас сделали перекидывание волос по горизонтали. Теперь попробуем его делать с продвижением. Раз, два, три, перекинули. Раз, два, три, перекинули. Раз, два, три, перекинули. Раз, два, три, перекинули. И более сложное, кажущееся более сложным, на самом деле более простое, это перекидывание волос по вертикали. Вот так вот, через вес. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Делайте это. Ну, а теперь можем перейти уже к движениям юбки. Юбку нам необходимо сначала правильно взять. Для этого руками ровно по бокам опускаемся вниз. В последней точке берем ее руками и дальше скользим до максимальной точки натяжения. Я рекомендую, да не то, что я рекомендую, вообще юбку нужно брать до волана. Движение, за кончик волана мы ее берем в исключительных случаях. Вот есть вот такие вот движения, где у нас абсолютно прямые руки, и здесь мы натяжение регулируем за счет кисти. А вообще в большинстве движений натяжение, которое необходимо, юбка никогда не должна провисать, оно регулируется за счет сгиба локтя. И руки, так же как и ноги, основная их позиция – это ноги согнутые в колени и руки согнутые в локте. И теперь давайте, вооружившись этими знаниями, попробуем наше первое движение. Наше первое движение было 3 шага разворот. Для этого мы делаем противовес. Смотрите, чтобы юбка оставалась натянутой, заводим ее чуть-чуть подальше, ну, до того момента,
где там заканчивается уже это натяжение. Раз, два, три. И теперь, внимание, я сказала, что в повороте мы руки собираем. Мы их собираем, но не прижимаем к себе, а все время соблюдаем, ориентируемся на юбку, чтобы она была натянутой. И разворот. Раз, два, три, разворот. Раз, два, три, разворот. Раз, два, три. И встали в позицию, юбка натянутая. То есть локоть у нас присогнут. И в этой можем ножки на носочек повыставлять, если у нас будет хватать по музыке. Дальше. Первое у нас движение. Это были выпады вперед. Для выпада вперед нам тоже нужно соблюдать натяжение юбки. Что мы делаем? Так, одна юбка у нас уводится за голову. Натяжение юбки мы оставляем за счет сгибания локтя. Видите, таким образом у нас сразу же рука встала в правильную цыганскую позицию. Если мы ее будем брать за волан, нам придется тянуться наверх за этим воланом, выпрямлять руку, поднимать плечо. Ну, в общем, у нас ломается вся композиция. Поэтому вот, стали так, взяли юбку в точке до волана и согнутой рукой дальше делаем выпад. Тоже натянутая юбка. Вернулись обратно, оттяжка в сторону, натянутая юбка. Назад, выпад, натянутая юбка. Вернулись назад, в сторону, натянутая юбка. Да, и вот эту оттяжку делаем перекатом. Раз, два, раз, два. То есть раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Последний выпад мы можем разнообразить, как я уже говорила, махнув двумя юбками вниз, а вернувшись. И дальше мы делаем разворот, в котором мы должны юбку отпустить, потому что следующее движение у нас будет без юбки. В следующем движении, вернее, юбка будет работать, но не за счет рук. Руки у нас будут свободны, чтобы показать и красоту движений рук. Значит, шаги мы делаем также, ведя руки противовесом. Раз, два. Нет, у нас только два было. Раз, два. На третий мы прыгаем на корточки. И чтобы лучше выпрыгнуть с корточек, руками взмахнуть наверх и сверху ударить по подлетающей юбке, вернее, как бы по ноге, чтобы юбка, следить за тем, чтобы юбка подлетала высоко. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В последнем движении мы говорили, мы идем вперед, и вместо приседания мы просто делаем захлёт назад, в развороте подхватываем юбку одну. Для чего? Потому что следующее движение мы будем выполнять с одной юбкой. В цыганском танце необходимо разнообразить фигуры. Если мы все будем выполнять с двумя юбками, у нас будет каша. То есть мы стараемся делать так. Первое движение, там, допустим, с двумя юбками. Второе вообще без использования юбок, со свободными руками. Третье с одной юбкой. Четвертое с юбкой, но которая работает за счет ног. В общем, нужно
максимальное разнообразие, следить за этим. А мы вот как раз пришли в движение, где нам необходимо взять одну юбку. Почему? Потому что с одного бока мы будем работать с юбкой, мы будем показывать красоту юбки, а с другой стороны мы будем работать рукой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И внимание, в этом движении мы не подпрыгиваем. Мы поднимаемся на полупальцы и застываем на секунду в арабеске. У нас должно быть ощущение, что мы взлетели на гребень волны, застыли на секунду, а потом обрушились вниз вот этой своей лавиной юбки, для того, чтобы в следующем движении опять на полупальцах в арабеске застыли, опять на гребне волны, и опять обрушились. Вот это вот посыл движения. Не прыгаем в этом движении. Вот, ну, кажется, все объяснила по работе с юбкой. Еще есть момент для групповых постановок, опять же, по вине вот этой вот юбки. Если не будет четких геометрических фигур, будет смотреться кашей. Поэтому фигуры нужно соблюдать и тоже желательно менять на прямо противоположные. Я объясню как. Первая выходка у нас идет по кругу. Дальше для первого движения мы выстраиваемся в линию. И вот, как я сказала, вот будет вот это вот раскрытие юбок. Если каждый из танцовщиц ее сделает по очереди, это будет очень красиво, как будто распустились цветки. Дальше первое движение мы делаем в линию, вот эти вот выпады. Следующее движение мы рассыпались в трапецию, и уже из этого делаем вот это наши 3 шага: прыжок, подпрыжка и в обратную сторону, соответственно, в центр, из центра, центр, из центра. Ну и если мы делаем это сольником, то есть 2 варианта. Можно сделать центром из центра, а можно это сделать по кругу, как хотите. Вот, и следующее движение, где вот мы вот это вот делаем, застывание в арабеске. В этом движении можно разбиться по парам, потому что, я уже говорила, красиво получается расходиться плечами. Вот, а теперь давайте попробуем танцевать под музыку.
Марина,